Один из самых необычных обитателей пустыни, который поражает своими размерами, завораживает танцами и шокирует невероятной скоростью. Но даже спринт не гарантирует ему безопасность, поэтому, чтобы выжить, приходится давать отпор. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – грациозный африканский страус. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Африканский страус – крупнейшая из ныне живущих птиц. Высота самцов может достигать 270 см при массе тела свыше 150 кг. Этих величественных птиц можно встретить в саваннах и полупустынях африканского континента, где они ведут одиночный или парный образ жизни, но иногда, особенно в голодные времена, объединяются в группы до 100 птиц и путешествуют вместе с другими пасущимися животными. Уши страуса не прикрыты перьями, поэтому они обладают отменным слухом, а их глаза диаметром почти в 5 см самые крупные среди наземных животных. Под защитой 3 века птицы не теряют зрения даже в песчаных бурях, поэтому бдительность – одна из сильнейших сторон этого гиганта. При таких параметрах неудивительно, что эта птица лишена способности летать, ведь даже огромные крылья не помогут поднять столь массивное тело в воздух. Поэтому в африканских саваннах, чтобы выжить среди множества голодных хищников, страус придерживается двух тактик. Первая – затаиться в высокой траве, что помогает переждать опасность, скрывая местоположение от не слишком бдительных хищников. При этом длинная шея также опускается к земле. Скорее всего, это и породило популярный миф, что страусы прячут голову в песок. Но настоящие охотники полагаются не только на зрение, поэтому, чтобы избежать неминуемой атаки, птица делает ставку на мощные ноги. За считанные секунды страус способен разогнаться до 70 км в час, что делает его быстрейшим двуногим животным и оставляет позади самых опасных обитателей пустыни, таких как львы и леопарды. С каждым шагом бегун преодолевает 4-метровое расстояние. Кроме того, используя крылья в качестве руля, он может быстро менять направление. Лишь один хищник способен без проблем настигнуть страуса – это гепард. Но обладая невероятной скоростью, он значительно уступает противнику в силе и размерах. Поэтому в одиночку у него нет ни единого шанса против взрослой здоровой птицы. К тому же, загнанный в угол страус может легко наказать обидчика. Ноги птицы оканчиваются лишь 2 пальцами, на одном из которых растет огромный острый коготь, прицельный удар которым может поранить или даже убить нападающего. Неопытным и нетерпеливым можно даже не пытаться, иначе высок шанс, что погоня обернется бегством. Поэтому успех приходит лишь с коллективной работой. Но даже для коалиции гепардов такой объект становится трудной добычей, и лишь четкая последовательность действий приносит банде трофей. Брачный сезон страусов знаменуется самыми эффектными танцами, которыми самцы всячески стараются впечатлить своих избранниц. В этот период к ним лучше не приближаться, иначе не только пернатые конкуренты, но и вполне мирные соседи могут познать гнев огромной птицы. В гареме каждого самца может быть около 5 самок, но пара образуется лишь с доминантной особью. Высиживание яиц происходит по строгому графику. Днем это занятие отведено самке, а вечером на смену приходит отец семейства, который будет тщательно греть будущее потомство холодными ночами. Скорлупа яиц невероятно прочная, поэтому многие настойчивые хищники тратят немало сил впустую, пытаясь добраться до питательного содержимого, и в итоге остаются ни с чем.
Но вместе с тем это доставляет немало трудностей при вылуплении, становясь настоящим испытанием с самого появления на свет. С первых дней жизни малыши отправляются на поиски пищи вместе с родителями, поедая растения, насекомых и даже мелких пресмыкающихся. У страусов нет зубов для измельчения пищи, поэтому для лучшего пищеварения птицы глотают камни и другие твердые предметы, которые, проходя через желудок, перемалывают наспех проглоченный обед. Тягаться со взрослым страусом могут лишь крупные и быстрые охотники, однако их потомство привлекает внимание куда большего числа голодных обитателей пустыни. Например, клан гиен никогда не откажется от легкой добычи. Но даже эти наглые хищники не решаются напасть, ведь молодняк находится под серьезной защитой, и пока мать укрывает птенцов своим телом, разгневанный отец собирается преподать незваным гостям урок. На огромной скорости он способен буквально раздавить неприятеля. И хотя этой гиене повезло, в следующий раз она подумает дважды, прежде чем вторгаться в страусиное владение. Когда самца нет рядом, самка может пойти на отчаянные меры. Чтобы отвлечь внимание хищников, она притворяется раненой, пытаясь ценой собственной безопасности отвести врагов подальше от гнезда. Бородавочники также представляют опасность. Предпочитая растительную пищу, они вряд ли пройдут мимо доступной мясной закуски. Поэтому при приближении к пернатому семейству гость быстро изгоняется бдительным родителем. Уже в месячном возрасте птенцы способны развивать скорость свыше 50 км в час, оставляя позади многих крупных хищников. В любом случае, постоянное нападение гиен, бабуинов и стервятников имеют успех, и первый год жизни переживает лишь 1 из 7. При этом в естественных условиях самые везучие и приспособленные нередко доживают до 30, а иногда и до 40 лет. За последние 200 лет численность страусов заметно сократилась, и сегодня большинство птиц живут в заповедниках или на фермах. Однако их ареал обитания по-прежнему велик, и сегодня популяции этих гигантских птиц ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!